Доброй ночи, друзья. Я уже говорила, что я часто экспериментирую, я делаю ритуалы разных народов, разных стран, разных эпох. Поскольку я историк, я много изучала летописи, исторические документы, много встречала там ритуалы жрецов и так далее. Просто историку это всего лишь интересный исторический материал. Человеку, который связан с родом колдунов, у которого были эти способности, который занимается магией, по крайней мере, тянулся, если. У таких людей всегда заостряется внимание, когда они видят какие-то материалы, которые могли бы им помочь. Поскольку ритуалы жрецов – это такие же магические ритуалы, разницы никакой, то, естественно, их можно использовать и в наше время для достижения определенной цели. Сейчас вот этот ритуал я создала на основе древних ритуалов обращения к богу Анубису. Для того, чтобы обращаться к богу Анубису, желательно иметь его статуэтку. Желательно, я еще раз повторяюсь, не всегда обязательно нужно иметь статуэтки или определенные предметы. Но насколько больше вы уделяете внимание вот этим деталям, мелочам, насколько вы приближенно, более близко подготавливаете весь этот процесс, тем больше шансов, что вас услышат и помогут. Я здесь постаралась как можно больше приблизить к Древнему Египту и вообще к Египту. Вот предметы из Египта, вот эти пирамидки, поскольку это сила Египта, и они привыкшие к энергии Египта, естественно, чем больше у вас будет напоминание о Египте, тем больше шансов, что у вас получится. Хочу вам сказать, что Анубис – это бог справедливой смерти, проводник в мир мертвых, мир теней. Это не злой бог, не злой и не добрый бог. Лучше Анубиса не держать дома простым людям, поскольку рано или поздно Анубис свое дело сделает. Выпроводит кого-то из семьи в мир иной, причем раньше времени, поскольку это его функция. Поэтому все, что связано с Анубисом, с прочими божествами, о которых вы имеете мало представления, лучше их статуэтки не брать ни как сувенир, ни как подарки, никак, и не хранить дома. Это немножко чревато. Но для людей моего типа это нормальная вещь, это ритуальные статуэтки, иногда и старые статуэтки, которые по нескольку сотен лет, иногда даже такие статуэтки сохраняют некоторую энергетику, которую мы используем. Если вы хотите использовать ритуал Анубиса для наведения смертной порчи, то очень неэффективно, поскольку, еще раз я вам повторю, Анубис – это бог справедливой смерти, то есть смерти, которую человек заслужил, и когда пришло время ему, когда решили боги и духи, что его время пришло, и его забрали, тогда он его проводит в царстве мертвых. А если нет, то вы можете его разозлить своей просьбой забрать человека раньше времени, только потому, что он вам чем-то не угодил и так далее. Поэтому вот именно что касаемо порчи на смерть, лучше уж к бесам нашим обращаться, чем к Анубису. Этот ритуал, он очень нужный, хотя очень зловещий, кажется, очень тяжелый проводить. Есть случаи в жизни, когда вы чувствуете, что человек между жизнью и смертью, он мучается, ему нужно уйти. Обычно люди переходят этот момент очень болезненно. Сначала они пытаются всеми силами спасти, сделать все, что возможно. Потом они смиряются с этим. Потом они приходят к выводу, что человек просто мучается, поскольку его держит вот их энергия, их ужасное нежелание отпустить, их любовь и так далее. И когда наступает такой переломный момент, что нужно отпустить человека, вы обращаетесь к силам проводникам. У меня есть несколько таких ритуалов, но вот этот ритуал, который я вам показываю, тоже очень сильный и эффективный.
когда человек смертельно болен, либо есть иная причина, по которой он уходит, и никак не остановить этот процесс, и чтобы он не мучился на ваших глазах. Бывает иногда болезни, которые вводят человека в сумасшествие, в какие-то ужасающие состояния, и чтобы не жить как растение согласны, лучше уж эгоистично не держать его душу здесь, в этом немощном несчастном теле, который уже не понимает и не отличает имена близких, а отпустить. Отпустить, чтобы он спокойно ушел. Это не страшная смерть, это обыкновенная смерть. Просто вы просите для него не мучительный, не болезненный, скорого освобождения от этих мучений, которым вы подвергаете его, держа его на этом свете. Нужно взять зеркало. Нужно взять фотографию человека. Я его не буду показывать и называть. Его называть и не обязательно. Вот. Берем фотографию человека. Можно класть так, чтобы вот не особо-то было видно. Не обязательно, чтобы она была видна. Для чего зеркало? Зеркало – это проводник, зазеркальные духи. Когда вы вызываете духов древности, их легче всего провести в наш мир через зеркало, через зеркальный мост, через зазеркалье. Вот таким образом вы проводите сей ритуал на избавление человека от мучений земных и на уход в то иное измерение. Подготовьте заранее пшеницу или овес, или что-нибудь из злаковых, и какую-нибудь жидкость, которая будет гореть, естественно, не бензин и не нефть. Будьте осторожны с такими вещами. И заранее рядом ставьте обязательно стакан с водой, всякое может быть, это все-таки огонь. Вот, какую-то жидкость. Я, например, покупаю там для садово-огородных, там сухой спирт, может быть, там жидкий сухой спирт, вот что-то в этом роде. Чуть-чуть, не очень много. Налейте туда, оно пригодится. Потому что в Древнем Египте приносили в жертву злаки богам. И вам это пригодится после того, как вы проводите, вы обязательно должны жертвовать злаки, как благодарность. Итак, называется ваше имя. Можете ваше настоящее имя, можете колдовское имя. Это не имеет особого значения. Итак, воссозданный жрецами древний ритуал. Еще раз попрошу провести только тем людям, которые имеют на это право. И проводится для людей, страдающих в этом мире от этой жизни, для душевно больных людей, для людей, для которых уже нет надежды на выздоровление и возвращение к жизни. И когда не то, что вы потеряли надежду, а когда вы уже поняли, что вы просто эгоистично держите этого человека на этом свете, а на самом деле он уже не жилец, чтобы просто человека отпустить спокойно, без страданий. Я, Инга, склоняюсь перед древними вечными силами и прошу вашей милости и помощи. Услышьте меня и исполните. Отправьте сюда посланников великого Анубиса. О, Анубис, посланник света и тьмы, о ты, проводник в царство вечности, услышь меня. Он, чей образ пред тобою между жизнью и смертью. Он на перепутье, помоги ему уйти, без мук и боли. Дай его душе покой. Сопроводи его душу по аллее вечности, спаси его от боли. Его время пришло, дверь в вечность открыта, отворена, сопроводи его, дай покой его душе. О великий Анубис, открой ему двери в вечность, проводи его душу по аллее вечности, время пришло. О ты, факелоносец, проводник в обитель духов, услышь и исполни, проводи душу умирающего по аллее вечности, спаси его от мук и боли.
Будь милосерден, славный Бог, прими мою просьбу и мольбу. Благодарствую. Нежданно вспыхнуло. Вот приходится чего только нам не делать во имя того, чтобы получилось то, что мы просим. Прими жертву. Прими жертву, услышь и помоги. Помоги. О великий Анубис, милостью своей, посмотри на того, чье изображение перед тобою лежит. Сопроводи его туда, где ему давно пора быть. Сопроводи без боли и мук. Прошу тебя, услышь и исполни. Благодарствую. Дождитесь, пока огонь погаснет. Жертва принята, да свершится. Благодарствую. Через короткое время человек, о котором мы попросили, уйдет без боли и страдания в мир иной и упокоится, поскольку не каждая жизнь есть жизнь. Жизнь — это не просто дышать, есть, пить, иногда купаться. Жизнь — это почувствовать радость, оставить после себя потомство, быть кем-то. Все остальное не жизнь, просто существование и мучение, которые и гроша не стоит. Согласны со мной? Вот наше предназначение иногда помочь таким людям, либо их родственникам успокоиться, прийти в себя и продолжить другую нормальную человеческую жизнь, поскольку рядом с больным человеком все больные становятся. Всего доброго. Удачи.